Заброшенный поселок Четверка называется. Здесь был какое-то техническое подразделение Рыбачинской зенитно-ракетной бригады. А вот если дальше поехать, там будет военный городок, тоже заброшенный, Большое Озерко. Вот мы въехали на Рыбачий. Вот здесь такой перешеек получается, да, и пролив видно. То есть на том берегу это полуостров Средний, а мы уже заехали на полуостров Рыбачий, получается. Никакого комарья, ни мошек, ничего нет. Просто идеально. Очень много ягод и грибов. Однозначно август, конец августа — это время для посещения Рыбачьего. Это вездеход. У него вон баки, ну конечно. Тут лучше вот, ну, залезь, а по нему побегать можно. Да, конечно. Вон, лучше по нему сверху походи. Волга куда-нибудь. ГТС старая. Не попадаешь на Волга. А смотри, еще один вездеход там и грузовик какой-то тут. Едем по морю! В северо-западной части Рыбачьего есть поселение под названием Вайда-Губа, известное с середины 16 века. В поселении велась торговля с иностранцами. Отсюда и происходит название Вайта, от финно-угорского «менять», «обменивать». Куча брошенной техники тут разного рода. Старые локаторы. Интересно. Это на мысе Немецкий выброшенный корабль. Вообще здесь много всего интересного. Действующая воинская часть ПВО. Много техники всякой заброшенной. Обсерватория и вот этот корабль. Закат на мысе Немецкий. Кстати, почему вдруг немецкий? Вокруг Финляндия, Норвегия, до Германии далеко. Откуда же такое название? Есть версия, что это пошло от иностранных торговцев, которых в старину часто называли немцами. Подбираемся к лагерю, самое веселье. Проходишь! Сейчас приехали на мыс Кикурский. Ай, даже не верится. Находимся буквально на краю земли. Очень сильный ветер. Сейчас прям на самом мысу. Вообще камни как палуба. Палатки здесь стоять. Всем привет. У нас третий день экспедиции по Кольскому продолжается. Мы сейчас едем по восточному побережью, вернее по северному побережью Рыбачьего на восток. Все очень спокойно, без гонки. То есть, движемся в графике. Сегодня пробег 60 километров, вчера был 100. Ну и
пару дней. То есть сегодняшний и завтрашний на рыбачим, потом мы уже выезжаем обратно на материк. Это мы на побережье. Сейчас здесь есть зона такая отлива. Здесь можно проехать без угрозы утонуть. Перевал через гору. Очередная заброшенная военная часть. Как? В подвале, как думаешь? Ну, не знаю, я наверх сходил пока. Жизнь отсюда ушла давно. Плитка сохранилась вот. И белые номера, не Тём, давай попросим, тебя что-то Давай, дадим тебя. Хорошо идет. Видел, что значит? В общем, мы сейчас в военном городке. Вот такие вот здесь развалины остались. Квартира. Двухкомнатные, трехкомнатные. Видимо, офицеры здесь жили в этом доме. Перила вон остались. Я вообще охрип. Здесь холод ужасный. В нормальном состоянии потолок. Лестница более-менее ничего. Можно пойти на первый этаж. Посмотреть, что здесь. Здесь все то же самое, видишь? Смотри, полы были деревянные. Аккуратно, не ходи по гвоздям. По ржавым. Тоже печка осталась. Что, решили в подвал сходить? В подвале, да, грязно, сыро. Я вот не пойду туда. Я пойду. Давай, удачи. Вот такие вот тут остались развалины. Говорят, что здесь радиомаяк какой-то был. Ну и при нем вот эта воинская часть. Ну вот, таким образом готовим себе ужин. Это мясо. И вот здесь мультиварочки, рис. Мультиварка. Пожалуйста, рисок. Стейки. Будут домашние котлетки, стейки и рисок. На краю земли, между прочим. Это мыс Цепноволок, по-моему, восточная часть Рыбачьего. Баренцево море. Камень, камень. Большой военный тягач. Ну что скажешь? Скажу топ. 10 рублей нашел в ней. Крутяк? Да, и маленькую лампочку. Это все я себе возьму.
Четвертый день нашей экспедиции на Кольский продолжается. Мы сейчас едем по старой немецкой дороге, которую немцы построили, когда вплотную подошли к полуостровам Среднему, пытаясь прорваться на Рыбачий. Никого, ни души вообще рядом. В продолжении езды по немецкой дороге хочу показать здесь такой пример. Вот я сейчас иду здесь по неиспользуемому участку. Вот он такой целый, весь вымощенный камнем. И тут когда-то был мост. Моста уже давно нет, и дорога не используется. Вот таким образом это выглядит. Сейчас все ездят просто в объезд. Такой достаточно кривой объезд. Вот, и такая тут дорога была. Вот здесь она прям неплохо сейчас сохранилась. Друзья, привет! Продолжается наше путешествие по Кольскому. Все запасы пищи на исходе, вода осталась на дне, буквально бензин тоже практически, я не знаю, там 20-30 литров. Уже уехали с Рыбачьего, уже уехали со Среднего, и сегодня ночуем в районе границы с Норвегией, проедем за Полярной, и вот сейчас находимся недалеко от Печенги. Саш, как рыбалка? Мы ждем сейчас, пока спадет вода. Вот здесь вот покрышка видна. Она, когда мы приехали, была полностью. Сейчас вода уходит. Ну и мы, соответственно, поедем тогда, когда здесь можно будет нормально проехать. А так это выше капота, и мы решили здесь все переждать. Вот таким образом здесь все выстроились в свою очередь. Двигаясь в сторону Киркенеса, мы заехали в поселок Лейнагамари, где, к сожалению, не получилось сделать качественную съемку. Есть только немного съемки недостроенной немецкой батареи под корабельное орудие крупного калибра. Батарея должна была прикрывать вход в Печенский залив. Во время войны порт Лейнагамари использовался немцами для вывоза никеля и был также их основной военно-морской базой на побережье Баренцева моря. Кстати, до войны Лейнагамари был единственным океанским портом Финляндии. За Полярным мы наконец-то смогли пополнить запасы топлива и продовольствия после нескольких дней автономного существования. Поселок Никель удивил опрятным и ухоженным центром сталинской застройки. Название поселка происходит от имеющихся здесь месторождений никеля. Из интересного, в Никеле есть точная копия погранзнака, установленного на стыке 3 стран. Оригинальный же знак находится в погранзоне. К нему так просто не попасть. Поселок существует, собственно, за счет огромного комбината Кольской ГМК, относящийся к Норникелю. Друзья, привет! Мы в районе города Никель, на границе с Норвегией. И тут приехали на самую глубокую скважину в мире. Здесь бурили в советское время на 12 с лишним тысяч метров вглубь земли, и в 90-е годы ее законсервировали. В общем, интересно, тут достаточно безлюдно и чувствуешь себя действительно прям на краю нашей страны. Пойдем сейчас посмотрим развалины. Нашел что-нибудь? Я без тебя не хочу туда ходить. Пойдем. Скважина сама в том здании. Такие тут масштабы. Это ни о чем. Да, это как
знаю, здесь не подъехал. Вот такие документы тут брошены. '89 год. Декабрь. Польская комплексная геолого-разведочная экспедиция сверхглубокого бурения. ПГО «Недра», Министерство геологии. Паспорт трубы. Это чертеж такой. Шестерня коническая. Уралмашзавод. Уже Уралмаш-то нет. А тут чертежи такие ценные. Вот такие тут мы нашли всякие документы, чертежи, журналы, учета бурений. Никому ничего не нужно. Все брошено. В 90-е годы. О, кого мы видим тут. Жить, учиться и работать по-ленински. А получилось чего? Работы очень много, а аккумуляторов и кабеля до сих пор нет. Прошу вас обязать отдел снабжения выполнить мою заявку от 4 декабря 1984 года. Служебная записка некому Кочергину. Работы очень много. Во, жизнь кипела. Сейчас у нас что здесь? Развал. Ну, то есть тут такое все погромленное. Представляю, в каком-то состоянии просто оставлено было. То есть здесь до сих пор что-то осталось. Химлаборатория. Все здесь побросали. Здесь изучали породу. Защита от коррозии в почвах и грунтах. Такое молоко было в советское время.